Здравствуйте, дорогие мои! Итак, сегодня мы с вами займемся созданием узора рукава. Вот на одном из рукавов я уже расположила элементы. И сейчас я вам на примере второго рукава покажу, как это сделать. Для основы вам понадобится выкройка рукава. Для того, чтобы правильно построить выкройку рукава, вы можете использовать любые чертежи из любых журналов, которые у вас есть. Либо же перерисовать выкройку с вашей готовой одежды. Итак, смотрите, я вот хочу обратить ваше внимание, вот поближе я вам покажу. Видите, здесь нанесены розовые линии. Вот я разметила рукав для того, чтобы мне удобнее было размещать элементы, чтобы я не запуталась, как их правильно разместить. Вот такие вот у меня нанесены линии. Вот по центру рукава и через каждые 10 сантиметров, чтобы мне было легче ориентироваться. Итак, перед вами сейчас набор всех элементов, которые нужны для этого рукава. Это вот 5 подков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 вот таких вот листиков. 2 композиции. Вот смотрите, они симметричные. Вот. 2 завитка, сшитые вместе вот к этому полуцветку. Еще 2 композиции вот такого плана, тоже в зеркальном исполнении. Вот. По 2 завитка, левый и правый, вот этих вот. 1 большой цветок. 1 вот такой вот элемент, цветок в обрамлении вот в таком. 2 полосочки, это будут низ рукавов, и вот такая вот ракушечка, завиточек. В общем, вот все вот эти вот элементы сейчас я вам покажу, как будут размещены на рукаве. И вот теперь вы можете посмотреть, как они размещены на рукаве. Вот завиточек вверху, здесь большой цветок, здесь композиция из 4 лепестков. Вот сюда вот под мышку я стараюсь размещать элементы, которые не объемные. Вот эти вот простые завитки будут под мышкой. Дальше в центре идет вот такой вот завиток с барашками. Ну, вот эти вот барашки можно выложить немножечко по-разному. Дальше вот смотрите, я разместила 7 лепестков вот так вот по кругу. И дальше идут вот так вот размещены по кругу вокруг лепестков вот эти подковки. Ну и внизу вот на манжете, смотрите, у меня вот эти вот 2 элемента размещены симметрично. Внизу как будто роль манжета играет вот такой вот шнурок и пуговичка. И вот еще смотрите, вот это вот место, которое вот пустое, его можно тоже дополнительно сюда добавить вот такую ягодку или 2 вот так вот добавить. Ну, это уже как бы на вкус, как вам больше понравится. И вот обратите внимание, все элементы я пришиваю стежками. Вот смотрите, вот если вам видно, да, вот желтыми ниточками все элементы пришиваю лицом вниз. Вот давайте я вам покажу. Вот это элемент, вот это вот его лицо. Здесь он расположен изнанкой к себе. То есть я его располагаю вниз лицом и пришиваю и приметываю каждый элемент. Чтобы удобно было работать, у меня все элементы приметаны. Вот. Просто большими крупными стежками приметывайте все элементы. Когда первый рукав готов, берете точно так же второй. Вот смотрите, удобство вот этих вот линий нанесенных поможет вам правильно и симметрично расположить элементы на обоих рукавах одинаково. Вот на головке рукава размещен вот такой вот завиток с полуцветком. Берете точно такой же элемент, да, и точно так же размещаете его на втором рукаве. Вот, размещаете. Для начала я фиксирую элементы просто булавками. Вот, просто вот так вот прикалываю. А потом уже фиксирую с помощью крупных стежков обычной ниткой. Вот.
Один элемент разместили, да. Смотрим, что дальше. Дальше у нас вот такой вот большой цветок. Берете большой цветок, размещайте точно так же. Вот смотрите, проверяйте расстояние. Вот расстояние вот здесь вот сколько там, 6 сантиметров цветка от вот этой поперечной линии. Точно так же и этот размещайте на таком же расстоянии. То есть ориентируйтесь так, чтобы у вас и левый и правый рукав выглядели одинаково, симметрично. Тоже прикололи. И так постепенно каждый элемент берете и сверяетесь с первым рукавом. Точно так же размещаете все элементы. Когда все элементы будут размещены, да, тогда начинаем их пришивать. И вот так вот элемент за элементом выкладываете все элементы на своем втором рукаве. Теперь я беру вот такой вот большой планшет. Планшет это вот просто поролон. И с обратной стороны здесь картон, чтобы основа была твердая. И вот смотрите, берете вот этот вот большой планшет и размещаете на нем свой рукавчик. Размещаете рукавчик с уже приметанными, пришитыми всеми вот этими вот элементами. Теперь уже можно начинать шить сетку на этом рукаве. Для того, чтобы начать шить сетку, нужно рукавчик разместить на планшете и приколоть его булавками. То есть натянуть и приколоть булавками. Сначала вы прикалываете просто по периметру рукавчик, да, вот, смотрите, рукавчик, чтобы зафиксировать. А потом нужно приколоть булавочками каждый элементик. Несмотря на то, что он пришит к основе, для того, чтобы шить сеточку, нужно еще очень много булавок вколоть в каждый элемент. То есть приблизительно на каждом сантиметре нужно вколоть по одной булавочке. То есть где-то приблизительно через сантиметр нужно это все зафиксировать. И вот это вот все, весь участок, который вы будете шить, нужно вколоть булавки. Вот смотрите, вот у меня поместился не весь рукавчик. Вот у меня планшет заканчивается, да, и я буду шить сетку на рукаве в 2 этапа. То есть сначала вот эту верхнюю часть будет отшита сетка, потом нижняя часть. То есть я прикалываю часть рукава к планшету, и в принципе я уже готова начать шить сетку на части этого рукава. Вот смотрите, я сейчас вам покажу нитки, которыми я работала. Вот это нитки Виолет, которыми я вязала. А это нитки Канарис. Они значительно тоньше, но у них такой же номер цвета. Вот. Вот смотрите, видно? Сейчас. Вот смотрите, 4931. Это один и тот же номер цвета одного и того же производителя. Просто нитки разной толщины. И вот эти вот более тонкие нитки я буду заправлять в иголочку вот с таким вот толстым ушком. И с помощью них я буду шить сетку на рукаве. Я могу вам показать, вот я уже начала работать, шить сеточку на блузке. И вот можете посмотреть, что получается. То есть она еще закреплена на основу. И вот я вот начинаю отшивать вот сеточку на блузке. Я даже не знаю, стоит ли делать еще один урок по шитью сетки. Потому что на каждом своем изделии, на которое я вам представляю, у меня есть уроки по шитью сетки. Эта сетка отшивается точно так же, как в моей зеленой блузке. Вот точно так же. Поэтому мне как бы, я даже не знаю, мне не хочется повторяться, снимать и вам одно и то же.
То есть принцип создания вот этой вот сетки точно такой же, как в зеленой блузке. Вот один в один. Только нитки я использую. Там я использовала катушечные нитки, а здесь я буду использовать вот эти вот нитки Канарис. Более тонкие нитки, чем те, которыми я вязала. Мы с вами подготовили к работе рукав. И дальше остается только шить сетку на этом рукаве. Желаю вам творческих успехов. Всего доброго. До свидания.